Быстро готовлю свеколку для салатов и супов. Ее можно отварить, запечь в духовке, а мне нравится приготовить в микроволновке. Стараюсь покупать свеклу с тонкими-тонкими хвостиками, независимо от размера плода. Она самая вкусная. Раньше, по незнанию, я готовила свеклу в обычном полиэтиленовом пакете в микроволновке. Укладывала на тарелку обычный пакет, в него помытую свеклу и наливала немножко водички, завязывала пакет и по нему делала небольшие отверстия, чтобы во время приготовления выходил горячий пар, и отправляла в микроволновку. Таким способом получается отварная свекла. Но использовать обычный пакет вредно для здоровья. Во время нагревания пакет выделяет в продукты вредные вещества. Поэтому вместо обычного пакета я теперь использую рукав или пакет для запекания. А вы на канале готовим с вами вместе. Он совершенно безвреден. Отрезаю нужных размеров кусок рукава, вытягиваю ленту для завязывания. Для удобства расправляю рукав и укладываю в него мою свеколку. Стараюсь брать плоды приблизительно одинакового размера, чтобы приготовились одновременно. Ленту для завязывания разрезаю на две части и завязываю рукав с двух сторон. Бантики не вяжу, а завязываю, перекручивая ленту 2 раза. Затягиваю. Сверху делаю несколько отверстий, чтобы выходил горячий воздух. Можно ножницами, ножом, вилкой или зубочисткой. И отправляю в микроволновку минут на 10-15 в зависимости от размера плода при максимальной мощности. Проверить готовность можно вилкой или ножом прямо через рукав. Готово. Получается что-то среднее между запеченной и отварной свеклой. А если еще не готово, то можно поставить еще минутки на 3-5. Раскрываю рукав и проверяю еще раз вилочкой. Более крупная свекла тоже готова, но не до такой степени, как более мелкая. Обдаю горячую свеклу холодной водой. Таким образом, когда остынет, будет очень хорошо очищаться кожица. Удобно кожицу очищать обратной стороной ножа, не острой стороной. Тогда мякоть не убирается. А бачок, что лежал на тарелке, конечно, придется срезать, он сильно запекся. Еще готовлю свеклу в микроволновке без пакетов. Укладываю чистую свеклу на тарелку и сверху накрываю еще одной тарелкой. Общее время приготовления минут 10-20 в зависимости от размера свеклы. В середине приготовления переворачиваю на другой бок. Можно воды не добавлять, тогда получится запеченная свекла, как у меня. А можно добавить немножко водички и получится более отварная. А еще можно приготовить уже очищенную сырую свеклу в микроволновке. Я нарезала ее пластинами. А чтобы она получилась сразу вкусная, готовлю сухую смесь для посыпки. Половина чайной ложки соли, 1/3 чайной ложки молотого кориандра, черный молотый перец немного и немного порошка сухого чеснока. Еще можно добавить половину чайной ложки сахара, а можно и не добавлять. Все перемешиваю. А еще отдельно к 2 столовым ложкам любимого растительного масла добавляю 1 столовую ложку 6% уксуса. У меня белый винный. Также можно использовать лимонный сок или любой другой уксус. Тоже хорошенько перемешиваю. А теперь свеклу послойно выкладываю на тарелку и поливаю сначала маслом с уксусом, а потом присыпаю сухой смесью. И так каждый слой. А сверху накрываю или крышкой для микроволновки, или какой-нибудь другой тарелкой или салатником, чтобы при приготовлении масло не разбрызгивалось по микроволновке. Таким способом приготовленную свеколку уже сейчас можно кушать. Она сама по себе очень вкусная. А можно ее использовать и в салаты. Вот сейчас приготовила и подумала, что свеклу можно было не только нарезать пластинами, а сразу порезать кубиками и точно так же залить маслом с уксусом и засыпать сухой смесью и перемешать.
и точно так же приготовить, а время приготовления было бы меньше. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Спасибо за ваши лайки, комментарии, которые я все читаю и на все отвечаю. Подписывайтесь на канал и делитесь со своими друзьями. Приятного аппетита! И готовьте с удовольствием!